Надо сказать, что у Питера и Нижнего Новгорода оказалось много общего. Во-первых, Нижний Новгород достаточно большой, он где-то в половину Питера, наверное, по размерам. Ой. Да. Во-вторых, тут есть Сенная площадь. Что-то еще типа нашего ЗСД. Такая дорога над городом. За деньги. Только она такая более извилистая и короткая. Что еще? Что-то еще было. Много таких же магазинов. А, лента, да. Ну ладно, что увидим, еще скажу. Ну, правда, какие-то такие аналогии возникали. Да, самое главное, что есть метро. И в том числе, например, метро Горьковское, которое есть и в Питере. И, собственно, это ближайшая к нам станция, мы туда и поедем. Вообще сегодня поедем на метро, ну, по городу и так далее. А первое наше место, это, вероятно, Нижегородский Кремль. Ну и там дальше как пойдет. Все, go. Забыл сказать. Забил в навигатор у гостиницы метро Горьковская. 24 минуты туда ехать. Как бы это достаточно много, даже по питерским меркам. Забил Кремль. Тоже 24. То есть не стали выпендриваться и поехали сразу в Кремль. А на метро, наверное, еще успеем покататься. Рядом с Кремлем оказалась, конечно же, проблемная парковка. Поэтому я вот оставил машину так же, как вот эту, просто отошел уже. И мне сказали, что на эвакуатор не забирают, но фотографируют. Вот так. А Кремль, вон он отсюда уже виден. Все равно фиг встанешь где-либо. В этом плане очень походит на Петербург. Проще. Привет. Проще на метро подъехать в центр, чем искать парковку. Обычная история. Чтобы вы знали, куда деваются наши деньги. Вот, завтрак на фоне Кремля, например. Это, ну, в общем, шоколадница. Блинчики, запеканочка. Кремлевская стена Нижегородская чем-то напоминает московскую. Такая же широкая дорога рядом. Такие же красные монолитные стены. Главное отличие — это наличие памятнику Минину рядом со стеной. Деревянный автомат, погоди, это круто. Это круто. Тем не менее, пойдемте-ка дальше. Вуаля! Вот мы и внутри. Сразу самолет бросается в глаза. А здесь вдоль стены какая-то куча техники. Друзья мои, в московском Кремле такого нету. Ну да, потрогать это да. Там написано истребитель ЛА-7. Один из лучших истребителей Второй мировой. Женщина и танк. Как-то очень круто смотрится. Ну и общий обзор.
Дети, конечно, здесь, особенно мальчики, в восторге в полном. Ну, вообще круто. Ты в Кремле и технику посмотришь, и цветы посмотришь, и подводную лодку посмотришь. Так что welcome, народ. Еще если с погодой повезет, так это же вообще. Эй, он как мальчик рад. Ну вот, лучшая съемка в это время солнцестояния отсюда. И башню видно. И подводную лодку. Вот так. Не, реально, вот примеры, где власть и народ рядом, потому что у меня сзади законодательное собрание, то есть люди работают, и тут же туристы там и жители города, где солнце-то, шарятся рядышком, все это в таком симбиозе. То есть чиновник подошел к окну, смотрит, а там народ. И совестно ему становится, что народ-то его живет плохо. Так, а здесь у нас Георгию все его фиг прочитаешь. В общем, основателям города памятник. И то, что вот косы вылезли, говорит о том, что да, упало. Я не знаю, как тут-то с дождями, нас просто залило. Ну, вообще ваш город, конечно, весь. Ой, в этом году, ну просто, ты знаешь, одни анекдоты только среди людей. Причем, знаешь, а еще на крыше Самый крутой вид оказался вот отсюда. Здесь и река, и мосты, и вот там церковь какая-то новая. Ну и вы поняли, да, что все это внутри Кремля Нижегородского, что выгодно его отличает от московского. Там в итоге и вроде посмотреть, нет, там красиво, но немного пространства. В общем, лично я в восторге от Нижегородского Кремля. Там просто куча всего внутри, и прям куча всего. И таким пэком все это, архивом. Так что всем рекомендую, welcome, всем в Нижний Новгород. Больно они круто смотрятся. Нормально. Может, даже место, куда бы я вернулся когда-нибудь. Главное, чтобы с погодой повезло, вот что.
Только сейчас, ребята, сообразил, что Нижний Новгород это бывший Горький. И что вот здесь это река Волга. И поэтому и машина Волга. И, собственно, здесь поэтому, может быть, все эти грузовики здесь стоят, потому что их здесь и производили. Даже как-то грустно стало, что этот город запятнан такой машиной, как Волга. И река также осрамлена этим горе-автомобилем. Но ГАЗ-24 мне, кстати, нравился всегда. У меня на нем дядя ездил. Вот что тут аж тенек такой против света стал. Кстати, последняя Волга не так уж плохо выглядит. Вполне себе модно. Конечно же, друзья мои, когда я пересматриваю записи, да и вообще в тот момент, когда говорю, во мне возникают мысли, что я вообще несу. И даже так, Андрей, какой ты дебил. Но принимаем себя таким, какой я есть. Другого уже не будет. Так что всем, кто слушает эту бредятину, вот оригинал, все по-настоящему. Зато честно. Аня, как тебе московский Нижегородский Кремль? Очень красиво. Так же, как Байкал. Да, где-нибудь. Очень красиво и все. Вот, здесь опасный шлагбаум.